Творожные рогалики вишня в шоколаде. Сегодня будем готовить прекрасные творожные рогалики с вишней в шоколаде. Этот рецепт без использования сливочного масла, поэтому эта выпечка очень приятная и по цене. Рогалики получаются слоистыми, мягкими и хрупкими одновременно. Как сделать так, чтобы начинка не вытекала? Сегодня поговорим и об этом. Здравствуйте, меня зовут Оксана, и это кулинарный канал Oxyal International Cooking. Ингредиенты на экране, а также под видео. Под роликом вы найдете описание приготовления на 2 языках. Также можно включить субтитры. Подписывайтесь на канал и давайте готовить вместе. Для начала приготовлю именно начинку, ей нужно время остыть. В сотейник выкладываю вишню в собственном соку общим весом 100 грамм, семолину и шоколад. Семолину можно заменить манкой того же веса. Таким образом я загустила начинку, которая не потечет, и в то же время оставила ее сочность. Ставлю на небольшой огонь и жду, чтобы растопился шоколад. Когда растопился шоколад, все перемешиваю и выключаю. Перекладываю в миску и оставляю остыть. Переходим к приготовлению теста. В чашу миксера кладу яйца и сахар, слегка растираю, добавляю растительное масло без запаха, у меня подсолнечное, и взбиваю до соединения ингредиентов. Выкладываю творог и перемешиваю. Получается достаточно однородная консистенция. Всыпаем в несколько этапов сухие ингредиенты, муку и разрыхлитель. Когда масса стала более плотной, меняю насадку на крюк для замеса теста. В общем, замес в кухонной машине занимает около 10 минут. Тесто должно получиться вот таким мягким, совершенно не липнущим к рукам и совсем не забитым мукой. Теперь выкладываю его на рабочую поверхность и делю на 2 части. На этом этапе ничего мукой уже не припыляем. Формирую шар и раскатываю в круг толщиной 3-4 мм. Если остались небольшие включения более крупного творога в раскатанном тесте, это нормально. Дисковым ножом разрезаю круг на секторы. У меня 12. Это оптимальное количество для одного противня. На широкую часть каждого кусочка выкладываю остывшую начинку и заворачиваю. Выкладываю на противень и смазываю смесью желтка и 1 столовой ложки воды. Выпекаю 20 минут в хорошо разогретой духовке до 170 градусов Цельсия. Режим верхний и нижний нагрев плюс конвекция. Творожные рогалики с вишней и шоколадом получаются такими вкусными, ароматными, золотистыми и аппетитными, что это невозможно передать словами. Прошу, приготовьте это кулинарное чудо. Творог дает такой сливочный вкус, что так и хочется уже налить стакан еле теплого молока и попробовать эту композицию из шоколада, вишен и тонкого нежного творожного рогалика. Приятного аппетита! Я желаю вам положительных эмоций, замечательного настроения, очень много улыбок и только приятных вкусовых ощущений. Пусть ваши кулинарные произведения радуют вас и вашу семью. До новых вкусных встреч на канале Oxyal International Cooking. Пока-пока!